Украинские военные бьют тревогу, фактическое уничтожение и полный захват города. Сопротивление сломлено. Мощный удар по авиации. Российский летчик позавидовал украинским. Тяжелая потеря для армии. Атака с двух направлений. Целые колонны техники в огне. Массовый захват солдат противника. Лагеря для военнопленных россиян теперь строят в Европе. Сибирь уходит с молотка. Якутов не спросили. Китай тоже. Союз Путина разваливается. Казахстан закрывает границу для России. Об этих и других событиях к вечеру среды 17 июня. Среда, середина недели, а мы посреди всего, в самой гуще событий разбираемся просто, четко, понятно и по делу. Это «Нехта» в студии. Олесь Корниенко. Тарам-тарам, тарарарам, тарарарирарирарам, тирарирам. Жители аннексированного Крыма уже вовсю толкают свои авто до заправки, но скоро такая картина может стать привычной и для России. По данным ДБЛ, ограничения на продажу топлива уже накрыли более чем 50 регионов страны. У некоторых ситуация еще не только не отбила чувство юмора, а и вдохновляет для записи прикольных видео. Но большинство в очередях реагирует по-другому. Конечно, все понимаю. Понимаю, какая у нас ситуация. Но ёпрст. Главная причина – удара украинских дронов по российским НПЗ. По оценкам аналитиков, сейчас простаивает почти треть нефтеперерабатывающих мощностей страны, а объемы переработки нефти упали до самого низкого уровня за 21 год. Бензовозы на оккупированной территории украинские защитники также продолжают жечь в промышленных масштабах. На этом фоне топливо стремительно дорожает. С начала года оптовые цены на бензин выросли примерно на треть, а дизель подорожал на 40%. Власти уже ищут виноватых среди трейдеров, но похоже, что главная проблема все-таки не на бирже. А тем временем топливный кризис, похоже, ударил и по авиасообщениям. Рейс на Москву экстренно посадили в Ярославле и впервые не из-за дроновой опасности, а из-за нехватки керосина. Важное заявление лидеров самых влиятельных стран Запада. Опубликовано совместное коммюнике участников саммита Большой Семерки. Мы, лидеры Большой Семерки, остаемся едиными в нашей непоколебимой поддержке Украины, в защите ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы отмечаем Украину за ее стойкость и успехи на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас появился новый импульс. Лидеры G7, а это и Соединенные Штаты, заявили, что усилят военную и экономическую поддержку Украины. Речь идет о новых системах ПВО, ракетах-перехватчиках и дальнобойном оружии. Отдельно обсуждают лицензии, чтобы Украина могла производить иностранное вооружение на своих заводах. Но это не все. Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы ужесточим наши санкции, в частности, в нефтегазовых секторах. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для введения дополнительных мер, поскольку президент Трамп заключил соглашение, которое мы поддерживаем, о возобновлении работы Ормузского пролива. Кстати, это был уже 5-й саммит, в котором принимал участие Зеленский, то есть де-факто Украина, которая еще не стала членом ЕС или НАТО, уже является неформальным членом Большой Восьмерки, то есть занимает место, которое утратила Россия. Ну, опять Путин всех переиграл. Но есть и плохие новости. Ситуация с обороной Константиновки становится все хуже. Теперь об этом пишет и проект Deep State. По данным аналитиков, российские войска имеют преимущество в живой силе и постепенно переходят к затяжному сценарию захвата города. И именно так раньше развивались события вокруг Покровска. Большие потери не останавливали наступление, и россияне продолжали давить числом. Параллельно армия РФ методично уничтожает сам город. Аналитики отмечают, что Константиновку буквально превращают в руины ударами артиллерии и авиации. Когда пойдет Константиновка, а это вопрос времени, следующий будет Дружковка, которая сейчас играет чрезвычайно важную логистическую роль, а за ней уже Краматорск. Как только Константиновка перейдет под контроль противника, логистика для сил обороны в данном районе кардинально изменится. Возникнут дополнительные трудности при любых передвижениях.
Само пребывание даже в Краматорске станет чрезвычайно опасным, поскольку там будут действовать вражеские пилоты, резюмируют аналитики. А вот на славянском направлении россияне предприняли попытку подзабытых прорывов в стиле «Безумного Макса». Тут оккупанты одновременно атаковали с двух сторон. В бой бросили 28 мотоциклов, танк, 3 БМП, 7 автомобилей и полсотни солдат. Ставка была на скорость и массовость, но план развалился еще на подходах. Украинские операторы дронов вовремя обнаружили штурмовые группы и начали методично уничтожать технику и живую силу противника. В результате ни одна из колонн не смогла достичь даже первой линии обороны. В общем, вместо эпичного прорыва получился эпичный разгром. Детище Путина трещит по швам. Хозяин Кремля потратил немало лет, чтобы загнать в Евразийский экономический союз ряд соседей. Сначала Москва сама начала вводить запрет на доступ к своему рынку армянских продуктов, а теперь другая страна отгораживается от России. Казахстан решил закрыть двери для иностранной пшеницы. Минсельхоз страны предлагает на полгода ограничить ввоз этого зерна из-за рубежа. Есть небольшое исключение. Транзита эта мера тоже не коснется. Когда именно запрет вступит в силу, власти объявят после согласования документа. На практике главный удар придется по России. Других крупных поставщиков пшеницы у Казахстана фактически нет. По данным Зернового союза Казахстана, ежегодно страна импортирует от 1,5 до 3 миллионов тонн российского зерна. Готовятся и в Европе. Тут планируют лагеря для тысяч российских военнопленных. Армия Нидерландов начала масштабное учение на специальном объекте в Марне-Хейзене. Военные отрабатывают сценарий массового захвата солдат противника. По словам командования, такой вариант больше не выглядит фантастикой, поэтому отрабатывали и создание места для содержания пленных. Но лагерь будет больше напоминать фильм «Матрица», чем фильмы о Второй мировой. Вместо сторожевых башен камеры и беспилотники, которые круглосуточно следят за территорией и передают картинкой в командный центр. При этом условия обещают вполне европейские: бараки с двухъярусными кроватями, душевые, столовые, медпункт и прогулочные дворики. Телефоны и личные вещи придется сдать. Зато писать письма домой никто не запрещает. Оцените коварство натовской военщины. Только узнав о таких условиях содержания, армия Путина, в большой мере состоящая из бывших зэков, вполне может сдаться еще на границе. Случилось невероятное. Трамп готов помочь Украине. Но есть нюанс. За усиление давления на Кремль он хочет получить услугу от Европы. По данным политика, на закрытых переговорах G7 президент США предложил своеобразный обмен. Вашингтон готов поддержать новые меры против Москвы, а европейские союзники должны помочь с разминированием Ормузского пролива. При этом после встречи с Трампом европейские лидеры неожиданно выдохнули. Раньше они опасались, что Белый дом будет подталкивать Киев к территориальным уступкам. Теперь же президент США заговорил о новых санкциях против российской нефти и заявил прямо: Россия должна заключить соглашение. Так что, чары Владимира Владимировича не подействовали, и его звонок Трампу накануне саммита ничего не дал? А как же дух Анкориджа? Выветрился. Потеря для украинской авиации. В Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М. Самолет потерпел катастрофу накануне вечером в Шепетовском районе. Сначала местные жители услышали мощный взрыв, а позже в сети появились кадры с места падения. Судя по видео, машина рухнула в поле. В катастрофе погибли оба члена экипажа: летчик-майор Богдан Загорулько и штурман Богдан Бабенко. На земле никто не пострадал. Кстати, известный российский Z-блогер, бывший летчик Илья Туманов, более известный под псевдонимом Fighter Bomber, отмечает важную деталь. Но в чем отдать должное хохлам, так это в том, что они имена своих погибших летчиков озвучивают публично, официально, и их оплакивает вся страна. А вы знаете фамилии наших погибших летчиков, которые сгорели в Ми-8 недавно? Что именно стало причиной крушения украинского бомбардировщика, пока неизвестно. В тот день в регионе сообщалось об авиаучениях, однако связаны ли они с катастрофой, официально не сообщается.
Сибирь уходит с молотка, а Кремль предлагает одной большой стране доступ к одному из крупнейших месторождений редкоземельных металлов в мире. И речь не о Китае. По данным Reuters, индийская государственная компания IRL ведет переговоры с Роснефтью по проекту Томтор в Якутии. Речь идет о редкоземельных металлах, без которых невозможно производство электромобилей, современной электроники и многих видов вооружений. Для Индии это шанс снизить зависимость от Китая, который сегодня контролирует большую часть мирового рынка таких материалов. Для России все тоже предельно понятно. По санкциями Москве все сложнее развивать крупные проекты без иностранных денег и технологий. Интересно, как на это отреагируют китайские товарищи. Что думаете? Кажется, Месси решил собрать все рекорды. Аргентинец снова вошел в историю мирового футбола. Матч против Алжира на чемпионате мира 2026 стал для Лионеля Месси уже 6-м мундиалем в карьере. Раньше такого не удавалось ни одному футболисту. Заодно эта игра стала для него 200-й в составе сборной Аргентины. Но и на этом Месси не остановился. Все 3 мяча в ворота Алжира забил именно он. В 38 лет аргентинец оформил хэт-трик и стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, которому это удалось. Но одновременно Месси остается чемпионом по скромности. Сам он говорит о своих рекордах. Это просто статистика и напоминает о главном. Мне нравится играть в футбол. Это моя страсть с детства, и когда я чувствую себя хорошо, я выкладываюсь на полную. А еще Месси сравнялся с рекордом бразильца Ривелина по голам дальними ударами на мундиалях. Похоже, некоторые рекорды существуют лишь для того, чтобы однажды их побил Лео. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.